Здравствуйте, меня зовут Харитонов Дмитрий Олегович, я врач-мануальный терапевт, старший специалист по реабилитации реабилитационного центра ХГТО. Здесь мы занимаемся реабилитацией пациентов после инсульта, после травм черепно-мозговых, спинальных, после переломов, операций, инсульта, лечим боли в спине и в суставах. Один наш ролик про адгезивный капсулит набрал достаточно много просмотров, и наши подписчики интересуются, каким же образом они могут заниматься реабилитацией, как разрабатывать сустав дома самостоятельно. Об этом наше видео сегодня. Адгезивный капсулит делится на три фазы. Это болевая фаза, острый период, воспалительный, когда боль беспокоит пациента в покое, в ночное время. Это фаза, когда необходимо принимать противовоспалительную терапию. Здесь нельзя проводить агрессивную реабилитацию, разрабатывать через боль как-то. Иногда даже мы не назначаем ни массаж, ни мануальную терапию, а пациент должен пройти именно противовоспалительную терапию. И в этот период мы можем сделать одно упражнение для того, чтобы расслабить мышцы плечевого пояса. Для выполнения этого упражнения вам нужно наклониться, здоровой рукой упереться в ногу, руку с замороженным плечом свесить, расслабить плечо и вот такими маленькими движениями пошатать руку. То есть рука должна как веревка, как плеть двигаться. Вы должны быть расслаблены. Вот таким образом. Для следующего упражнения вам понадобится палка. Эти упражнения вы будете делать, когда у вас боль в покое прошла и нужно заниматься разработкой сустава. Реабилитация переходит в более интенсивную фазу. Здоровой рукой держим палку, руку с замороженным плечом вкладываем на палку и здоровой рукой в плоскости сгибания выполняем движение в той амплитуде, в которой вам комфортно, без боли делаем. До того момента, где вы можете это делать без боли, максимум до ощущения натяжения. Делаем в плоскости сгибания, делаем в плоскости отведения в сторону, делаем в плоскости разгибания таким образом и работаем над наружной ротацией. Руку в локоть 90 градусов прижимаем к корпусу и здоровой рукой больную руку вводим, совершаем наружную ротацию в сторону, не отводя локоть от корпуса, стараемся делать это упражнение. Следующее упражнение можно делать в любом месте, например, на работе. Вам нужно подойти к стенке и пальчиками ходить по стене, опять в той амплитуде, в которой возможно делать без боли. Просто вот так вот делать. Постепенно увеличивая амплитуду. В стадии, когда нам нужно более интенсивно поработать с амплитудой движения, мы можем использовать ремень. Берем ремень, кладем на руку, прям к основанию, то есть поближе к лопатке. Рукой упираемся в последнюю амплитуду, выставляем руку в сгибании, ремень тянем вниз и вот такими вот движениями скользим головкой плечевой кости относительно лопатки вниз. Поскользили и в конечной амплитуде уперлись и подержали так 30 секунд. Так делаем 3 раза по 30. Следующее упражнение называется растяжка спящего. Его вам необходимо делать каждое утро, когда вы просыпаетесь. Вы переворачиваетесь на бок, голова ваша лежит на подушке, угол 90 градусов в локте, локоть на уровне плечевой кости, плечевого сустава. Сверху кладите руку, это плечо замороженное, укладываем руку и тянем вниз предплечье в сторону пола, до ощущения натяжения. Делаем это упражнение не через боль. Можем таким образом пораскачиваться и в конечной амплитуде, в которой вы можете терпеть не боль, а именно натяжение. Удержали так 3 раза по 30 секунд каждое утро. Все эти упражнения выполняйте каждый день, через каждые 2 часа, без боли. На все ваши вопросы я готов ответить в комментариях. До свидания.